Рада вас приветствовать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы начинаем. Сегодняшняя сказка у нас будет «Вышивальщица птиц», греческая сказка. Мгм. Мы пошли по мировым сказкам, Да, сказкам мира. у нас вообще изначально была такая концепция канала, что мы изучаем все сказки и предания народов мира и мифы в том числе. Мгм. Поэтому мы будем идти вообще сквозь все. Сказка с очень интересным сюжетом рассказывает о том, что надо принимать свои испытания. И я знаю, что у тебя есть интересное с- начало, интересная информация. Да, здесь интересна сказка тем, что главный герой в начале сюжета остается сиротой. Да, мы с тобой уже не раз обсуждали этот момент, когда нужно отделиться от родителей. Родители умерли. Умирает либо мать, либо отец, либо вообще все рушится. Да? То есть что-то происходит во внутреннем мире, что говорит о пути зрелости. Если мы смотрим на то, что герой становится сиротой, то эта сказка говорит о том, что он идет своим путем Во взрослую жизнь. во взрослую жизнь, да. И, конечно, ему остается наследство. И наследство какое интересное — скрипка. Благодаря этой скрипке он ходит, играет по деревне. Да, вот что такое скрипка? Это когда задействуются руки, идет звук, идет мелодия, и другие люди, слушая, вдохновляются. Заряжаются позитивом, получается. Ну вот они, может быть, позитивом, может, печалятся, А, но что делает эмоции мелодия? передает. Эмоции, да, то есть у него есть тот инструмент, который умеет управлять эмоциями. Мгм. Представляешь, как красиво? Почему важно слушать музыку, смотреть, ходить в различные галереи, смотреть различные произведения искусства, впечатляться чем-то новым. И тогда во внутреннем мире начинает происходить расширение и возникать новые идеи, Новые образы. новые движения, да. И как раз-таки, в принципе, в начале начало сказки говорит нам о том, что герой, он как раз ходит по различным деревням, впечатляется И впечатляет и других. впечатляет других, да. И однажды, когда он идет, он встречает волчицу, которая попала в капкан. Это очень интересный символ, и он является разворотом сказки. То есть, если не встретит он волчицу, то, в принципе, сюжета дальше не произойдет или произойдет какой-либо другой сюжет. Что такое волчица? Да еще Да, в капкане. да еще в капкане. Но, как минимум, это животное, да, то есть это инстинкт. Это инстинкт, который нас куда-то ведет, агрессивный инстинкт. Ну и тем самым Да, еще, получается, это его инстинкт, который зажат в капкане, да, по-моему. конечно, его инстинкт, то есть это его внутренняя материнская часть. Почему материнская? Мы знаем, что у нее, Волчица. у нее там еще детеныши. А, В сказке об этом написано. И этот момент, что нужно уметь воспринять материнскую агрессию. То есть для мужчины важно пройти сквозь нее инстинктивную материнскую агрессию. а тем самым, получается, принять своих родителей. Но если мы воспринимаем, это значит, мы безоценочно, без попыток исправить их, просто принимаем, Конечно. почитаем, Да, и тогда, идем дальше. когда тут еще капкан, да, интересная история, это же рукотворная, то есть очень И то, часто что сдерживает. Вот он сдерживает. захлопнулся, и все. Конечно, и очень часто я, как мужчина, не хочу сталкиваться с материнской агрессией, А почему? а потому что я хочу быть хорошим мальчиком. А, чтобы всегда с позитивом Н- сталкиваться. Ну да, для мамы быть хорошим. А для сепарации, для перехода нужно как раз-таки столкнуться, пройти сквозь нее, Мгм. вырваться. И тогда в дом стучится волк, несущая отцовская ам, сила. Мы же помним сказку «Есть Иван-Царевич и Серый волк». Да, где волк помогал ему все испытания пройти. Да, и если мы смотрим, здесь то же самое. Здесь волк переносит из одного пространства в другое. То есть благодаря своему поступку главный герой переносится в другое пространство волком. Волк тоже интересный здесь. Он такой и,
и для него делает, как будто бы делает хорошо, и для... Ну, и для себя тоже. Он что-то сделал, то, что его Да, просили там где-то. да, то есть он приносит к принцессе с таким, что вот я как обещал, исполнил. Такой хитренький волк. И дальше просто готовится свадьба, да, так быстро развился сюжет, что вот он встретил, прошел сквозь. В замке было 3 комнаты, он проходит сквозь эти комнаты, встречается с этой принцессой на троне, и все, и готовится к свадьбе. То есть, по сути, он проходит к своей аниме, у которой уже все есть. Которая ухоженная, красивая, да, вот это все есть, Да, целостное. целостная, да, у нее есть замок, у нее все есть. Но она правит, да, она еще такая детская, она еще принцесса, она Мгм. не королева, она принцесса, детская такая часть, которая не хочет отвечать за свое королевство. И в дальнейшем, осматривая ее владение, он видит башню. А что за символ такой башни в сказках? О, это очень тоже часто Это встречающийся. что-то отрывающееся от земли, по-моему, да, такое пространство? Во-первых, это, да, башня имеет вертикальное Мгм. движение, и это соединение неба и земли. И в башнях дозревали девицы до возраста замужества. Как будто бы находясь в материнской утробе, да, в Ну, и отрыве. там чаще всего там вышивали. И башня, она как бы и с Солнцем связь имеет, и с Луной. Да, И с то есть землей она еще. высоко, она нет, она как раз-таки от земли высоко. Мгм. То есть обычно наверху башни сидят разные девушки, да, в различных сказках принцессы. То есть отрывается уже период отрыва от матери, мать сырая земля, да, и соединение с такими божественными силами отца, с солнцем, с луной. То есть уже внутри начинает возникать такой сакральный союз, алхимический союз. Внутри соединяются архетипические энергии мужского и женского, проявляющие. Хм. Мощный символ. Заслушался. Ну, да, Рампунцель, по-моему, там тоже в башне. Да. Вообще в башне есть Таро, то есть это аркан, 16-й аркан, который переводит. Там башня Мгм. рушится. Башня должна разрушиться. Из башни нужно выйти Сбежать, наверное. для того, чтобы потом раскрыться. И если мы смотрим дальше в сюжет, Да, он там видит девушку в башне. да. И потом все, они уходят дальше, наступает ночь, он понимает, что он не может заснуть. То влюбился еще раз. Ну вот да, что-то такой взгляд. То есть принцесса, она как бы Как а, бы хорошо, но вот как бы классно, да, но вот взгляд-то пал туда, его что-то беспокоит, его что-то тревожит, он возвращается в башню и наблюдает за вот этой несчастной девушкой, потому что когда она вышивает, ей нужно вышить 100 птиц, но каждый раз, когда она вышивает, делает последний стежок, птица улетает. это получается условие колдовства ее, да? Что 100 Да, птиц. опять-таки про смирение. Делай дело. Вот для девушки важно делать дело. Да и для мужчины тоже важно А ты посмотри, у мужчины делать. постоянно двигается, а женское, оно чаще всего находится в какой-то монотонной работе. Сидит и шьет, да? Ну, что-то в таком, в медитативном, на Мгм. самом деле развивает свой внутренний мир, то есть создает пространство для того, куда мужчина может поместить свою энергию. Мужчина, да, женщина, если посмотреть, женщина то больше в доме, а мужчина из дома в дом, из дома в дом, да, вот это вот движение бегающее. Мамонта приносит мужчина. Ну, хотелось бы так. Сейчас в современном мире, конечно, очень много всего интересного, но по каноническим историям Сейчас в современном мире мама-то приносит доставка. мужчины, заметь, чаще Да. всего. Кстати, да, я ни разу женщину не встречал в доставке. Тоже не видела. Мужчины. Так что вот Как ни крути, даже там. возвращаемся. Да, возвращаемся. Да, я тоже не встречала. Но в нашей действительности пока этого нет. Но женщин-таксистов я уже видела. Я тоже. Вот. И смысл в том, что вот он видит, что она вышивает, и вот эту безысходность. То есть, но она представляет, понимаешь, вот она продолжает намерение настолько сильное, то, что даже понимая, что каждая птица вылетает, я все равно буду это делать. Мгм. То есть женское в женском вызревает намерение. Рано или поздно они останутся. Да, да, да. То есть я все равно верю, несмотря на то, что не сходится, не получается, не получается так, как хочется. Зато техника становится с каждым разом все лучше, лучше, лучше. Да,
Ну, Ну, я надеюсь. быстрее. Но я как вот сейчас подумаю, вот просто представить, да, вот если сходить в какой-нибудь музей, неважно в каком городе, неважно в какой стране мира, в исторический музей и посмотреть на наряды. Вот ты понимаешь, что люди делали своими руками? Они очень детализированные, максимально. Ну, это сколько времени, какой Это кропотливый труд должен быть. То есть у тебя должно быть внимание направлено на одно и то же. и видение, что должно в конце быть. Да, и ты понимаешь, что вот тебе нужно сделать это для того, чтобы... Тут целый вопрос проектирования решается. Ну, вообще, я вот как никогда не задумывалась, когда по молодости. А сейчас я, когда вижу такие вещи, вот мы, казалось бы, в современном мире, но у нас очень многое за нас делают машины, и вот эта вот ручная история, она отсутствует. Ну, либо это уже совершенно другого уровня вещи, которые делают полностью Просто ручную. мне вот интересно, вот человек, да, вот своими руками может создать колоссальные шедевры, Преобразовать мир. преобразовать мир. Да, когда ты это видишь, когда ты понимаешь вот эти вот механизмы, сколько на самом деле в человеке энергии Потенциала. Творца, творческой энергии. То есть, ну, поражаешься как минимум, да, без там, без тех технологий, которые у нас есть сейчас, какие люди, какие вещи вытворяли люди. Наши предки, да. Да, а ты представляешь, ну, вот монетки даже, да, вот, вот только просто посмотреть монеткам, там есть а, тысячи лет, тысячи столетий назад, до нашей эры что-то есть, что находится. Люди руками делали. И как это красиво. Какие у них тогда были интересные технологии. И вот, с одной стороны, ты думаешь, что человечество развивается, а с другой стороны, как бы, ну, не очень, ребят. Но не Ну, очень то есть, далеко ушли, да. то есть, как-то, да, такое, ой, вот это, а так посмотришь, ну, Не, ну нынешние, да, компьютерные технологии, но это другой вопрос уже. Развитие человечества развитие для на основе чего? прошлых, прошлых И технологий. вот для меня пока цель не ясна, смысл не ясен. Чтобы еще больше преобразовывать мир вокруг нас, еще сильней, удобней. Ты знаешь, вот для меня здесь немножко другая позиция. Для меня идет высвобождение от такой рутинной работы для как раз-таки переживания своих чувств, своих эмоций, Творчество. вдохновения, да, чтобы вот больше выражать себя. То есть будет ценно, дальше будет ценно то, что будешь делать руками, потому что все остальное сделает машина. Конечно, сейчас уже не надо тратить время на стирку и мойку посуды. Высвобождение время для познания себя. Познай себя. Да, возврат к истокам получается через Мгм. комфорт. То есть Хорошо. создаются все условия для того, чтобы ты познавал себя как творца. Что очень хорошо, Ну, я если считаю. это видеть, то да. Если не видеть, то, то не видеть. И, соответственно, Манолис, он приходит, и у них начинается сотворчество. Он играет на скрипке, создает атмосферу, она выполняет действия. И птицы возвращаются. Птицы возвращаются, платье складывается, колдовство Рушится. рушится. И, соответственно, в конечном итоге узнается, что заколдовал отец той принцессы. Конечно, отцовская часть, она всегда видит, где нужно вырасти, где нужно дорасти, до, до смириться, наверное. То есть, заколдовав эту принцессу, он сделал для нее благое дело, чтобы она досидела, вот получила опыт где-то, да, вырастилась, Конечно. напиталась, как мы говорим. Да, она питалась. И тогда, ну, то есть она научилась смирению, она научилась делать, Мгм. несмотря ни на что. Помимо делать, верить. Да, здесь же еще аспект веры. Я верю, что все-таки все случится. Почему человек не останавливается? Почему там 100-500 раз изобретает лампочку? То, что верит, что получится. Только из-за веры, да. И здесь вот такое очень классное движение веры. Красивая Вот. сказка. Да. Ну и, конечно, в конце сакральный союз. Но куда же без него? Ну, Обязательно. да, а принцесса возвращается к своему отцу, и, соответственно, выясняется, что замок их. Ну, замок заколдованной принцессы.
И ведь союз, опять же, возникает в сказках у взрослых людей, у достаточных, уже самодостаточных. Ну, в Ну, основном, уже да. Ну, уже выросших, прошедших некий путь. да, испытания преодолевших. Да. Здесь вообще очень интересно, да, что мы подразумеваем под взрослостью. Вот я наблюдаю за миром, и что-то как-то со взрослостью не очень. Хм. Может, мне так кажется, может, я в таких реалиях нахожусь. На самом деле, я сейчас стала видеть больше взрослых, ответственных мужчин, женщин, которые каждый стоит на своем месте. Это так красиво, такие гармоничные пары. Это очень прекрасно, Мгм. что таких людей становится больше. Становится. Тоже нельзя отрицать, становится. Они точно есть, и их видно. Ну да, меньше инфантилизма, больше вот взрослости. Да? Из инфантилизма невозможно творить нормальные вещи. Ну, здесь не то, что возможно, невозможно, терпения нету. В этом месте нету терпения. В этом месте нужно, да, вот если в сказке мы говорим про терпение, про смирение, то если человек находится в детской позиции, то дай хочу прямо сейчас, а желательно завтра. Ой, вчера. То есть выдержки вот это нету. Для того, чтобы вино стало дорогое, оно выдерживается много лет. Тут вообще не поспоришь. То же самое с человеком. Если у тебя есть некая цель, не надо думать о том, что она вчера должна была случиться с тобой, и ты уже должен был быть каким-то великим, еще что-то. Двигайся к своей цели, все. Вышивай своих птиц. И однажды случится Конечно. то, что должно случиться, Да. Знай то, что ты идешь тем путем, которым действительно хочешь идти. и который сам выбираешь И обязательно. который сам выбираешь, конечно. Мы выбираем с тобой Да, каждый свой путь, и они соприкасаются, что очень классно. это прекрасно. Да. Оставайтесь на нашем канале. Всем Да, пока. всем пока.